Меня зовут Дима, я нападающий. Твоя футбольная мечта? Играть за Барселону. Что тебе мешает? Ничего. Скоро так и будет. Ничего невозможного нету. Все в этой жизни возможно. Когда я слышу слово «футбол», первая мысль – это большие эмоции, переживания и чаще всего большая радость. Лучший финт в футболе, который я умею делать, это радуга. Одной ногой мяч обводишь, и другой подбираешь и резко выходишь от защитника. Футбольный ритуал, который я выполняю перед матчем, я не снимаю браслеты с туз накануне. Надо прилично себя вести. Жизнь, кайф, друзья, эмоции. Стойте, смотрите в камеру. Не было. Чего не было? У мяча не так много опций, как это может показаться. Когда мяч двигается, если он катится по газону, то под ним приминается трава. Когда он летит по воздуху, летит, пока во что-то не упрется. Мяч делает то, что ты захочешь. Где мы? На земле. Это часы, это мяч, это курочка, это я, а это мои кореша. Скоро у меня намечается важная игра против наших давнишних соперников. Но об этом позже. А пока вот. Зулу — это мы. Мы друзья, которым нравится уличная культура, музыка, Футбол. и тусовки. Мы хотим изменить уличный движ в Москве к лучшему. Хотим поменять вечеринки. И клубную культуру. Да. Нас больше, чем двое. И все это называется Zulu Warrior. Мы познакомились с Ваней несколько лет назад в клубе через общих друзей и сразу нашли общий коннект, потому что мы болели за один клуб, и нам нравилась одна музыка, граем. Через несколько месяцев нас пригласили в Питер отыграть свой первый сет. После этого мы стали играть в Москве, и так началась наша движуха. Что
Что нужно для того, чтобы замутить крутую вечеринку? Да просто люди и флешка с любимой музыкой. У нас нет никакой цели, мы просто делаем то, что нам нравится. И получается так, что то, что делаем мы, нравится другим людям. И все. Каждое утро ты просыпаешься, завтракаешь, может, снова засыпаешь. Или идешь на прогулку. Алёша. Можно поиграть в футбол с парнями или в зал сходить. Может, ты идешь встречаться с подружками или порисовать с корешами. Или поваляться в парке. Каждый делает то, что хочет. Полное имя моего пса Скиолли, сокращенно Скол. Больше всего он любит кусать руки. Причем не мои, он кусает чужие руки. Он знает, что если укусить мои руки, после этого бывает а-та-та. Дети его путают с волком. Пробегая мимо людей, они прям от меня отпрыгивают, потому что очень переживают, что здоровый пес, похожий на волк, бежит от какого-то мужика бородатого. Это всех очень пугает. Ждать. Меня зовут Артем, мне 26 лет. Я родился и вырос в Москве. Люблю искусство, архитектуру, люблю свой город. Москва – один из лучших городов в плане архитектуры. А особенно мне нравится эстетика 30-х. Дома у меня куча книг на эту тему. Наша страна никогда не ставила перед собой каких-то кратковременных, сиюминутных задач. Большая страна, большие амбиции. Время все меняет. Всегда. Но мы все еще здесь. Мы – это в смысле жители Москвы. И мы здесь уже очень-очень давно. Попросил родителей, чтобы они отдали меня заниматься футболом. Я занимался 9 лет. У меня был очень хороший потенциал. И моя дурная голова, как бы в подростковом возрасте, ты хочешь как-то другого. У меня была школа, тренировки, все, я спал, опять школа, тренировки, я спал. И там лет в 14-15, к сожалению, я на районе познакомился с типами, которые так не делали, то есть они уже прожигали. Они были постарше меня, естественно, они уже прожигали по полной. И как бы я с ними познакомился и такой, да, футбол, типа я хочу гулять, дайте мне больше гуляния, все, родители, отпитесь от меня, тренер, отпись от меня, я не пойду к тебе больше, ты мне не то, типа, что ты меня заставляешь тренироваться там. Хотя потенциал у меня был, и очень хороший мне. Это все говорили, как бы. На первый взгляд нет ничего общего между тем, что я делаю в футболе, и тем, что я делаю в фотографии. В фотографии ты учишься фиксировать, и твой взгляд постоянно ищет какие-то соприкосновения и зацепки. Наверное, с этой точки зрения можно провести параллель, что ты находишься в постоянном поиске правильных сочетаний. Не думаю, что идея того, что значит быть мужчиной, как-то сильно поменялась. Мы по-прежнему занимаемся тем, что машем кулаками, пинаем мячи и бежим напролом, не особо понимая, куда все это нас заведет. Кабарда – это альтер-эго Сени. Сеня добрый, Сеня заботливый, Сеня всем хочет помогать, Сеня за всех стоит горой. А Кабарда – это такой пацан из подворотни. Почему я написал свое имя 10 тысяч раз по всему городу?
для того, чтобы миллион людей увидели его. Мы не обитатели пещер, мы уже давно живем в городах, но я также оставляю свое имя на стенах вместо наскальных рисунков. Мы все любим футбол, а я в него еще играю. Хотя, конечно, наши вечеринки немного тормозят процесс. Я поддерживаю «Локомотив» в чемпионате России. Я начал болеть за «Локо» еще до того, как они пришли к успеху. Ну и как бунт против «Спартака», конечно. И еще мой отец всю жизнь работал на железной дороге. В СССР клубы были организованы, чтобы люди, которые трудятся вместе, болели за одну команду и поддерживали ее. «Локомотив» — это клуб железных дорог, СК — это клуб армии, «Динамо» — это клуб милиции и МВД, «Торпеда» — это клуб автомобильного завода Лихачева, «Спартак» — там все сложно. Я играю за команду Чартлтон Атлетик Москва. Настоящий Чартлтон, конечно, находится на юге Лондона, а не в Москве. Кстати, они знают о нас. А наша любительская лига — это чемпионат для обычных парней, которые просто играют за команды, названные в честь английских клубов. Мы выбрали Чартлтон, потому что дико их уважаем. Эта игра — это наше самое большое, самое важное противостояние с командой Уимблдон. Потому что раньше мы все были друзьями и играли вместе. А потом эти как раз несколько человек из Уимблдона предложили нам организовать команду и заявиться в английскую лигу. Но только они не хотели брать всех, с кем играли раньше. Они хотели взять только тех, кто играет хорошо. Мы сказали, мы не будем так делать, потому что мы все друзья, и мы будем все рубиться друг за друга. И мы сделаем свою команду. Ближайшая игра с Уимблдоном будет в первых турах наступающего сезона. Самая худшая вещь — это если мы проиграем ближайшую игру. Но я не хочу даже об этом говорить, потому что я довольно суеверный. Я впервые увлекся футболом в детстве после поездки в Англию. Футболки, стиль, музыка. Молодые ребята вроде меня самого. Я сразу полюбил все это. Я русский любитель футбола с бритой головой. И испугает ли это английских людей? Мне кажется, нет, потому что это классический английский образ, который я перенял у них. Меня называют Башка. Это все произошло со 2 класса. В школе это было. Меня прозвали из-за того, что голова была не пропорциональна телу. Даже мама иногда говорит Башка. Моя мечта — быть директором «Газпрома». Ну, такая моя мечта большая, самая большая мечта. Я добьюсь этого. Если я бы стал бы директором «Газпрома», я бы выкупил бы очень много земли, которые находятся на разных материках. У меня были бы везде мои бы особняки. Мои друзья бы и все мои близкие, родственники жили бы в таком бы достатке. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Какое ваше любимое блюдо? Я люблю шаурму. А вы? То же самое. Мы находим общий язык потихоньку. Общий язык найдем.
Моя мечта — это открыть свой ресторан в Москве, чтобы там могли отдыхать просто все мои знакомые, все мое окружение, вся моя семья и тому подобное. Ну все, блюдо готово. Давайте попробуем. Мой играю псевдонимом Азбо. И совершенно недавно я узнал, что у Азбо есть расшифровка. Anti-Social Behavior Order. Чтобы я вас принял на работу, вам надо станцевать для меня. Я могу станцевать вам только танго, но для танго нужно двое. Я могу вам составить компанию. Прошу. Добрый день, Иван Александрович. Приятно с вами познакомиться. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Если вы меня сможете поднять над головой прямо сейчас, я дам вам эту работу. Москва — это город-беда. Город-беда и город счастья одновременно, наверное, для каждого по-своему, кто как родился, кому как повезло. Но так это мегаполис, в котором крутится очень много разного всего дерьма. Алексей Березовский. Такое, вы знаете, неудобное положение сейчас поставил. Скоро будет игра. Все очень волнуемся. Не, он тренируется редко, и из-за того, что сейчас у него много тусовок и игры в клубах, ему довольно было тяжело, но в последнее время он жестко тренировался. Я думаю, что это пойдет на пользу всей команде. Надеемся, что тренер Сделает ставку на него, сделает. потому что это может сыграть ключевую роль. Неймс, желаю тебе удачи, чтобы ты забил 2 гола, потому что я поставил ставку на тебя. Я думаю, ты должен это сделать. Неймер, я в принципе не знал, что Неймер вообще играет в футбол, и знаю, что он только болеет, ездит на футбол. Но в любом случае, если он тренировался и собирается выйти на поле, я желаю ему только удачи. Если его выпустят на поле хотя бы на минуту, то будет супер. Скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что вы завтра не сможете выйти на поле? Мы находимся на стадионе в Кунцево, где сегодня Чарльтон Атлетик встретится со своим заклятым соперником, командой Уимблдон. Очень большое количество людей пришло сегодня на стадион, и почти каждый из них, конечно же, хочет увидеть игру Неймера. Тренер пока что не выпускает его на поле, но мы не сомневаемся в том, что обязательно увидим его сегодня в игре. А теперь внимание на поле. Уимблдон проводит быструю атаку и забивает гол. Жесткая игра в центре поля, и Чарльтон проводит ответную результативную атаку. 1-1. Неймер все еще не на поле. Уимблдон снова забивает. Что же будет делать Чарльтон? Есть ли план у этой команды? Игроки Чарльтона разыгрывают корнер. Не знаю, была ли это домашняя заготовка, но результативно. Гол. 2-2.
Еще одна стремительная атака, и вот посмотрите, 3-2. Неужели Чарльтон находится в каких-то секундах от исторической победы над своими заклятыми врагами? И, о чудо, что мы видим? Неймер выходит на поле. Это исторический момент. Событие, превосходящее по своему значению финальный результат. Посмотрим, что он покажет. Хороший контроль мяча руками. Похоже, это все, что он успеет показать. Звучит финальный свисток. Команда Чарльтон обыгрывает Уимблдон со счетом 3-2. Это великолепно. Это счастье. Это радость. Друзья, это прекрасно. Это то, ради чего придумывали футбол. Добро пожаловать на стадион в Кунцево, где Чарльтон только что разгромил Уимблдон со счетом 3-2. Это был захватывающий матч, и все получили огромное удовольствие. Наш герой Неймер провел на поле всего 1 минуту, но за это непродолжительное время он продемонстрировал прекрасную игру, благодаря которой все получили еще больше удовольствия. После победы болельщики жгли пиротехнику и много кричали. А в будущем, я думаю, что мы также будем делать крутые тусы, также ходить на футбол, также делать крутой движ. Но самое главное, о чем я мечтаю, чего очень хочу, чтобы мы остались такими же друзьями крутыми, как сейчас. Чтобы наша дружба росла и крепла, чтобы мы были одним общим движем, который бы менял Москву и Россию к лучшему. С вами был телеканал «Живи мечтой». Спасибо и хорошего вечера. Ты провел на поле всего 1 минуту. Каково это было? Офигительно. Я думаю, в будущем у Зулу все будет круто по-любому, потому что Башка собирается стать директором «Газпрома». Так что за нас я не переживаю. Респект всем нашим людям, со всеми скоро увидимся. От души. Респект, пацаны. Бой. Парни на спорте, это мои парни, все как один, голодные, наглые, без капитала, пустые карманы. Так воспитали эти кварталы. Мало-помалу, коло-вандала, балконы поломные, балаклава. Камера видит легала. Ночью снова сигналы мигалов. Мой юго-запад, там, где ветра, где звук принимает сотни мембран. Здесь так жарко, нужен гидрант, ведь наша подземка глубже ядра. Током до талого или до дна. Сегодня начнем, кончим с утра. В салоне братва, слава как драйв. Хочешь достать, попробуй нас спать. Моя футбольная карьера началась с того, что меня сбила машина. Я бежал в тот день на первую свою тренировку в команде. Мне лет 7 тогда было. 3 месяца провел в больнице. С гипсом там, с ногой. Перелом был. Ну, а потом вышел и стал играть, будто ничего и не было. Но если ты вставишь цветную пленку, она будет снимать цветное. Не знаю. Да. Ты что, снимаешь? Нет. Да, снимаю. Зачем ты меня снимаешь? Да просто на память. Тут не каждый... Давай влоги снимай. Вот если меня спросят, кто мой любимый футболист, я вам точно скажу. Мой кумир – это Федор Смолов. Он великий, я в этом абсолютно уверен. Да, я его фанат, тут обсуждать нечего. Ну, теперь немного обо мне. Про меня снимают фильм,
И сейчас я буду вам все показывать и рассказывать. Это мой тренер, Евгений Викторович. Вообще он нормальный тренер, строгий и требовательный. Знакомьтесь, моя крутейшая команда. Это Гусь, наш нападающий. Мы зовем его Гусь, потому что фамилия у него Гусев. Степа и Слава у нас защитники. Обороняются на высшем уровне. А это Димон. Он отдает всегда самые точные передачи. А Рома быстрый. Нет, но он самый быстрый. Быстрее поезда даже. А тут раньше был Миша. Но сейчас он решил, что футбол это не для него. А это Ваня. Он как Человек-паук, только Ваня. Он делает прыжок тигра и часто спасает. А это я, рыжий и золотой, из-за цвета волос. Я нападающий, и у меня очень сильный удар. Скоро у нас во Владивостоке будет большой чемпионат. Там будут команды из Китая и из Кореи. Поэтому нам некогда тут позировать. Нам надо тренироваться. Поехали! Вообще, мне сейчас надо выкладываться на полную. Мне 16, и если в этом возрасте не отличишься, то потом тебя уже вообще вряд ли кто-то заметит. Так что время сейчас работает не в мою пользу, я это прекрасно понимаю. Если я хочу стать профессиональным футболистом, то мне нужно очень хорошо себя показать на чемпионате. А я правда хочу стать профессиональным футболистом. Я прям реально хочу заиграть. Это мой дом. Тут у меня спальня. Здесь очень удобно симулировать нарушение правил. Тут я постигаю азы физической культуры. И мне есть на кого равняться. Тут я тренирую свое воображение. Для футболиста это очень важно. В столовке можно расслабиться, передохнуть после тренировки. Ну, и, конечно же, выйти на поле. Ну ладно, теперь серьезно. На самом деле я живу в детском доме. Я уже тогда месяц провел здесь. Папа приехал с Марией, говорит мне, я все, документы сейчас восстановлю, тебя заберу, будем жить хорошо. Все наладится. Ну, он каждый раз в моря ездил, и в моря, и в моря. Как мне рассказали, потом он поскользнулся на трапе и разбился. И я понял, что я останусь тут. Из команды никто, кроме тренера, не знает, что я из детского дома. Я его очень уважаю и доверяю. Смотри, это мощная работа, тяжелая работа, мощная. Вот я поставлю мяч, ты знаешь? Может я пойду тогда, если ты все знаешь. Ближний. Оп, резко назад. Резче. Удар мощный, силы добавь. Да не под мяч, быстрее, Дим. Вот. Ну, промажь. Гasta. Давай. Сила воли, есть сила воли, я еще толкнул. Резче, назад. Давай, добавляй. Ну, Рома.
сможешь для себя, да. Не лежать, вставай. Легкий бег. Туда, обратно. Туда, побежали. До ворот, назад. Да я сам уже устал. Двигаться вперед надо стараться. Тяжело бывает, я говорю, через не могу. Понимаешь, вот эти моменты надо как бы смотреть, потому что я был такой, как ты тоже. Мне было тяжело, все, чего ты хочешь достичь, есть цель, надо к ней идти. Будешь идти, что бы ни случилось, все равно надо идти, ставить цель всегда, в любом деле, в футболе, будешь там, в учебе, везде. Цель, если есть цель, все, есть смысл жизни. 我们中国的球员很勇敢，跑得也很快。 그리고 우리 팀의 좋은 점은 감독님과 코치님이 선수들을 잘 가르쳐주고 좀 많이 풀어줍니다. 코리안 한국 선수들은 뭐 테크닉 부분적인 거는 많이 感想就好好踢，拿下这个冠军杯，然后为国争光。我们展示了一场非常干净、非常漂亮的足球。 이번 대회에 참가해서 영광으로 생각하고 이번 대회 우승하길 기원합니다. Я уже здесь. Да. А ты где? Удачи, остальные спокойно разминаемся, тянемся. Сегодня играем первую игру, хорошая команда. Я ее не знаю, я думаю быстрые, азиаты все быстрые. Как можно шире. Я опоздал на первую игру. Думаю, тренер меня вообще из команды выгонит. Но он со мной даже не разговаривал. Пошли! Играть он меня не выпустил. Из принципа. Может, вообще теперь не выпустил. Не жалей себя. Самое главное, не жалейте себя, пацаны. Не будете жалеть, они жалеть не будут. Не надо, чтобы вас жалели. Вы взрослые, большие ребята, которые должны выйти там и выжечь все, чтобы они знали, что это Владивосток. Владивостокский луч! Владивостокский луч! Если вдруг кто не знает, футболисты – это очень суеверные люди. Чего мы только не делаем, чтобы привлечь удачу. Я вам говорю точно, у каждого футболиста есть свой счастливый ритуал. Они бывают очень разные. Я даже не буду перечислять. Вот я, например, до начала игры всегда выплевываю жвачку наполовину соперника. Там на острие, прием, много, чтоб мяч не отскакивал. Туда лезть, чтобы забить удар нужен. Понятно? Давай, удачи. Замену меняй, Андрей. Сегодня во втором тайме тренер выпустил меня на поле. Ну и я понял. Надо выкладываться по полной. Ну вот что бы я ни делал, ничего не выходило. Или ребята не успевали на мои передачи. Или я не успевал за мячом. И так
все игры чемпионата. «161. 162. Ничего не получится, я играю зря. 163. Если бы у меня талант был, я бы заиграл до 164. Мне не хватит тренер. 165. Футбол — это не мое. 166. Я неудачник, среднячок. 167. Даже ниже среднего. 168. Дриблинг у меня никакой. 169. Точный пас отдать не могу. 170. Поступлю в техникум. 171. Хоть стану кем-то. 172. Моряком или кассиром. 173. Надо с этим заканчивать. 174. Ничего не выйдет. 175. 176. Прошло уже 2 месяца после чемпионата. Я перестал ходить на тренировки, занимаюсь учебой больше. Ну и все у меня нормально. Ребята, с которыми мы снимаем фильм, предложили мне поехать в Питер. И я согласился. Не да. Не да. Не да. Снимай. Нет. Нет. Дай поснимай. Отстань от меня. Че ты ходишь за мной везде? Ну, как это побывать в Питере и не сгонять на футбол, да? Особенно, когда Смолов играет. Пока мы смотрели матч, нам в голову пришла безумная идея. Мы решили, что пока мы здесь, нам нужно найти Смолова, встретиться с ним. Ты не умеешь с камеры комментировать. Давай я пока комментирую. О, здорово, камера. Здорово, YouTube. Я нахожусь на острове Крестовском, в гостинице, и жду команду Краснодар. Вот, смотрите. Вот такая гостинка. Это не знаю кто. А вон мужик. Вот он. Вот он. Это интересно кто? Да. Сейчас я даже не могу вспомнить, о чем мы говорили. Ну, про футбол, конечно. Про веру в свои силы. Про игру в команде. Про то, что в футболе вообще всякое бывает. И лучше не загадывать. Пацаны, с вами можно? Да. Кидай! Все здесь! Когда я захотел свою первую форму, мы с папой поехали в магазин и купили очень большую. Я не знаю, почему такую. Я вот такую захотел. Тут, наверное, нужно еще что-нибудь рассказать. Еще какую-нибудь историю из детства вспомнить. Да мне уже на самом деле как-то сказать-то нечего. Ведь тут и так все понятно. Да и что тут скажешь? Если ты начал играть в футбол, тебе его уже просто так не бросить.
девчонки, готовы? Да! Ты засыпаешь, вот ты знаешь, у тебя завтра важная игра будет. Голы даже снятся, как я гол забиваю. Огромное какое-то поле. В каком-то городе, наверное. Там, все женщины взрослые. Я выхожу на середину поля. Полный стадион, забит просто. Сидят тихо и вообще ни единого слова нет. Вот смотри, вот соперник, вот я. Кто-то навесил, не помню точно кто. Выше. Я вот так с ноги на ногу. Как будто даже в воздухе, что ли, зависло. Типа бью под правую в девятку. И вот так отвечал. И волосы так на ветру, вот так вот. Красиво. Ну, какой-то сон не очень, конечно. Но это было круто. Мы находимся на юге России. Этот мужик, что стоит сзади меня, он Бугулов. Он основатель города Дзауджакал, в переводе Владикавказ. Владикавказ — это очень крутой город. Вокруг везде горы. Что меня здесь бесит? Стереотипы, наверное. Футбол, это мужской вид спорта. Вам, девочкам, только надо быть на кухне, готовить в фартуках. Бороться, действие. Синий пассив. Атакуй, Сослан! Этому дому 114 лет, а мы сами живем здесь с детства. Вот бабушка сидит, это наша родственница. Вот она здесь живет одна, и к ней приезжает дочка. Вот. Это вот Пухаевы. То есть я тут родилась и живу, и буду жить. А у нас здесь ничего нет, только мы на поле собираемся. Ну, вообще, это военные немцы вроде построили, да. И у него фамилия Хольцман была, и городок тоже поэтому так назвали. Видите, сколько на Хольцмане дворняжек? Здесь одна была, лохматая. Она там подвал же возле дома. И она там сидела, и когда слышала, что человек идет, она выскакивает резко и кусала. А этих я не знаю даже. Чтобы интерес был, давай поиграем на что-нибудь. Ого. Играем? Вот сейчас на что-нибудь? Ну да. Давай, давай, забей так. Нет, мы сейчас... У меня сейчас джойстик сломается. Можно нам поиграть? Потому что я так сильно жму. Дай ты... Да забей! Что делать? Это пистолет! Может получиться интересная атака. Когда проигрываешь пухом. 50 раз. 50 раз. Дыши, Солнечко. Ты сейчас говоришь, что я в PlayStation выиграл, а в реальной жизни мы вас не обыграем, Нет, да? вы в реальной жизни вообще ничего. Ну давай, спорим.
Давай, ты завтра приводишь свою команду пацанов, я привожу свою команду девочек, и мы Допустим. спорим, на И что мы делаем играем. интерес. Где играем? Да. На что мы все-таки сыграем? Не очкуй. Давай, Дя. Это было неожиданно и немного приятно. В 11 классе уже все 200 тысяч раз перецеловались, а я только первый раз. И чуть-чуть боялась, но все равно. Вы что, готовились, что ли? В сообщениях заранее договаривались, как, где? Мы на тот момент 1,5 месяца встречались. Ты понимаешь, мы просто ходили на свиданки, гуляли. А тогда ты вообще не любила катались. Стива? Ну нет, он мне уже нравился. Я говорю, я не брошу футбол. Как, говорит, ты себе это представляешь? Ты, говорит, замуж вышла, и тут, говорит, уходишь. Там вдруг как получится. И, говорит, выходишь из дому с рюкзаком. И, говорит, спрашивают, куда ваша невеста идет? В футбол играет. Диана, уже обед, уже вечер. Вставай. Моя мама увидела объявление в газете. Принимаем мальчиков и девочек с 6 лет звонить по телефону. Мама позвонила по номеру телефона, нам сказали, женской команды нет. Если ваша девочка хочет, она может пока тренироваться с мальчиками. Работаем! Я не вижу движения, ребят. И как в Ашаре? Давай, давай! Вы же на Кавказе живем, по-мужски работаем. Давайте, давайте, смелее. Давай, работаем. Хорошо делаем. От какого? Давай, встречай. Правильно боком встречай. Хорошо, молодец, отлично. Супер, молодец. Не кидайся, если мяч рядом с тобой, не кидайся, жди его. Хорошо. Молодец. В этом клубе я одна девочка и около 30 мальчиков. Вот у тебя, например, долго хвостик целый день, например, около 5-6 часов даже. Ты распускаешь, у тебя вот так волосы. Или ты похож на пальму, или на льва. В школе за стрижку не запаривают? Раньше запаривали, уже забили. Ну, тебе вывел с нуля переходы сюда наверх, 3 миллиметра. Нормально? Я шла на тренировку по волейболу. Шла я мимо «Динамо», увидела, как девочки играют в футбол, но меня переклинило просто. Я в тот же день просто поехала, поговорила со своим тренером, сказала, так и так, волейбол не мое, хочу я на футбол. И вечером уже я была на тренировке по футболу. Все так быстро произошло. Вот я вас привела сюда, вот это место я люблю больше всего. Вадик, а ну возьми мяч, выбей его просто, не сильно. Все детство я провела тут. Тут я даже, можно так сказать, что научилась в футбол играть. Здесь я ломала руку 3 раза. Если футбола не было в моей жизни, так у меня все с футболом связано. Я считаю, что живу футболом. Без футбола не вариант. Привет. Здорово.
Привет. Здоровьте, как дела? Вот у вас команда, да, из человек 30-40, вот Ну. сколько я поколений знаю, и только 4 или 5 человек заиграли. И что? И что ты этим В хочешь чем сказать? проблема? Нет желания у вас играть, понимаете? Почему нет желания? Потому что вы женщины, футбол не для Вот вас, давай мы тебе понимаешь? докажем Вот, 3 вот тебе футбольный. апреля. И ты выйдешь, если ты проиграешь. И будете кричать на проспект. И даже вот подходить к прохожим и говорить, знаете вы, женщина, вот эти девочки только что обыграли нас. И мы вот очень стыдимся, что мы говорили им слова. Вы же все согласны, что вы будете на проспекте говорить, да? Будет говорить на проспекте, значит, он уже проиграл. Мысленно. Ладно, он не уже играет. Ладно, он не играет. играет. Смотри, я играю Они за уже него. все мысленно проиграли. Мы же не будем говорить на проспекте, потому что мы не проиграем, правильно? Правильно, вот. Давайте серьезно. Да. Девочки, если вы нам проиграете, вы в натуре даже вот, ты не будешь больше на футбол ходить, если вы проиграете, да? Ты начнешь в натуре худеть. Я худеть не начну, потому что я выиграю. Хорошо. Но я тебе говорю, ты на этом матче оставишь столько нервов, что тебе даже не И придется. килограмм тоже, только на этом Не матче. 1 килограмм. Это все слова, если честно, дело покажет, время покажет. Да. Все, увидимся. Давайте, пацаны. Поднимаем ноги. Ноги поднимаем. Быстрее, быстрее! Бежим. Вверх под удар. Два сладких возьмите, пожалуйста. Ев. Ну, Насмеяла ты нас. Ай, лучше. Это просто соленый. Подожди. Берем 3. 4. 5. Ай, лучше. Берем, не переживай. Скрипка, ты плохо убираешь, нормально. Там остались 3 крошки. Скрипка вот там еще, скрип. Вот там. Можно я тоже? Нормально уже. Вера, у тебя есть музыка?
Девочки, в общем, я хочу выпить за то, что мы сегодня здесь все собрались, чтобы мы почаще собирались, так, выезжали на природу. Здесь же хочу сказать, что самое главное, чтобы здоровье у нас у всех было, наше здоровье и здоровье наших близких. Цвет, клянусь в цвет. О, мехсау! أنا نيجي أنا ما أشتغل فوتبول في بلطيق أنا صارت بيدك وفي سلام ما أعرف تخساون رات وما دوما في الفنجان Отчара кучу! Выиграем, пацанов! 100%! Давай! 2, 3! Мне выбор надо делать. Или я учусь, или мне нужен футбол, я тренируюсь и уезжаю. Вот я не могу определиться. Учиться я не учусь вообще. Я перестала учиться в 5 классе из-за футбола. До 5 класса я была отличницей. В 6 классе у меня появились 6 троек, и все были в шоке, из-за чего так. Моя главная цель, касаясь футбола, я очень сильно хочу попасть в сборную и играть за сборную России. Вот первые трибуны, видите, да? Потом идет какой проход, и вот первый ряд, там будет моя мама сидеть. Я не знаю, может, если с футболом получится что-то, то, скорее всего, останусь футболом, дальше буду заниматься. А если нет, то маникюр. Все. Понравилось. Она мне выколет, трясется, вам это надо? Хочешь, давай теперь еще накрашу тебе реснички. Это же я смогу. Команде соперников наших! Команде соперников наших! Привет! Соблюдаем правила футбола и фейрплей. Договорились? Руки пожали.
он ну! Да, нас велик там стоит. Да вот обратно верни ему, ну обратно верни. Отлично! Бусо есть, бусо есть! Бусо есть сразу! Бей! Гол! Вот он, ну! Хорошо. Хорошо. Готов, бросать! Справа, справа. Серик, красная! Кик уже! После паса. Дев, давайте вытащи. Быстрее, Лама, быстрее! Открывайся, беги! Кусок, право, право! Забивай, пожалуйста, забивай, брат, забивай! Оу! Ближе, ближе! Шире, шире открывается! Там руки были! Мои руки были, подвелись мои. Как открыли? Да, мои руки были, подвелись мои. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Запах победы чувствуете? Да. Я чувствую. И спасибо за игру. И у вас пушка в натуре. От вратаря это вообще... Все, это все бессмысленные споры. Ребята, я вам очень благодарен за игру. Ребята, вы же тоже. Вам похлопаем мы. Спасибо всем за игру. Не, ну все-таки, чем мы проиграли, мне очень обидно. Вы видели, сколько моментов было, которые, ну, застряли просто. Мало ударов. И немножечко все-таки жалели. Но результат налицо. Девочки играют круто. Очень круто. Ну и мы не позорники. По пенальти это фигня. Давайте.
ушах. Ему знакомо слово страх. На всех парах уносит свои ноги, но так еще быстрее пересекутся дороги. Некуда бежать, и вот распутал эту путаницу. Примерил новый костюм, и он ему к лицу. Любит число 13, особенно в пятницу. Мы же выше лезли, но потеряли лестницу. Весь очень здравый, но немного зануда. Пытался быстро убегать от всех, но покуда сильно хотел распоряжаться, он волею судеб. Левел не тот, и свой косяк, поверь, быстро забудет. Ты бы познакомилась поближе, путного не вышло. Ты хотела его раззадорить, но что-то зависло. Ты пыталась бить многогранный, но он тебе как выстрел. Он выстоял уровень недосягаемых чисел. А я легкая. Я вот 50 рублей заплатила. Ты видишь рост этих денежных сумм. Ты хочешь сок, но получишь изюм. Ты видишь в зеркале новый костюм. Ты видишь рост этих денежных сумм. Ты хочешь сок, но получишь изюм. Поехали, себя, но все же поехали, конечно, на капоте? Нет, да ладно. Быстрее. Одеяло, вот и застелил. В меня мало кто верит, но я не загрустил. Мало дел для музыки, это точно. Пытался вылезти наверх, но досрочно. Приводят в чувство меня эти ночи. И вроде бы строчим, вроде не прочь. И начинает заново, уже не вижу смысла. Я просто продолжу игру, которая зависла. Не знаю, ты помнишь его малыша каратиста. Это уже так далеко, но ему это близко. Давило не время, но на меня, поверь, давит по классике. Забивали немало, не моя подруга любит дым, что в пластике. Ни в коем не сдаваться, мое небрежное не. Годы промчались, не оставив ничего на стене. Опиум. Ты видишь в зеркале новый костюм, да. Ты видишь рост этих денежных сумм, бра. Ты хочешь сок, но получишь изюм. Опиум. Ты видишь в зеркале новый костюм, да. Ты видишь рост этих денежных сумм. Когда актер говорит снимай, тогда снимай. Когда говорит не снимай, не снимай. Не снимай. Когда режиссер говорит, тогда снимаешь. Вообще-то когда актер говорит. Чё? Геля на мяче! Гель! Ой-ой-ой! Это было спас! Сейчас, секунду. Нормально? Сейчас, Не надеюсь. сломался.